В этом видео хочу повязать из остатков. У меня здесь целый шкаф, в котором очень много разной пряжи. Хочется сейчас выбрать отсюда что-то интересное и связать кардиган из мотивов. Давайте попробуем. Достала тут пряжу, которая приблизительно похожа. У меня много достаточно Alize Cotton Gold всякого осталось. И вот здесь еще это Yarnart джинс, по-моему. Да, это оно. Вот такие у меня моточки тоже есть. По толщине они все похожи. И эта корейская тоже по толщине похожа. И еще вот какой-то мне вот такой подарили. Она тоже по толщине вот вся похожа. Поэтому можно как-то комбинировать. И черного у меня вот здесь 4. Еще один где-то моток был. Должно быть их 5. 5 черных. У меня белых тоже немало. Здесь еще что-то у меня еще... Газал Baby Cotton, целый пакет. Что-то я начинала вязать и потом распустила. Получается, белого у меня тоже много. И черного много. И как раз я подумала, и вот это тоже у меня еще есть немного. Поэтому можно, я хотела комбинировать вот эти вот цвета, вот эти 3, и добавить что-то интересное. Чуть-чуть поярче, чуть-чуть ворсинки такие. И здесь тоже какой-то сиреневый интересный. У меня еще другой сиреневый есть. Но мне кажется, он сюда слишком будет яркий. Я так не хотела, чтобы выделялось. Это с корейского рынка. В прошлом году, когда плед с цветами вязала, у меня еще много осталось. Поэтому куда-то надо это применить. Ну, здесь в составе больше акрила. Ну, для уже летнего все это подходит как раз. Я здесь более летние такие составы подбирала. Еще у меня вот подарок есть пайетки. Вот такие. Поэтому думала, будет ли интересно сюда еще пайетки добавить. Сейчас буду смотреть, потому что эта ниточка тонкая. Тогда нужно будет у меня еще серую поискать. Ну, если что, у меня пряжи дома всякой пока много. И в прошлом году, когда вот ездила в Россию, специально привозила еще и дополнительно вот то, что я раньше пользовалась, потому что таких прям точно нет. Немного похожие только есть. Как много всего у меня здесь. Сейчас буду сочетание квадрата проверять. Сегодня с подругой договорились повязать в кафе. Оно еще пока не открыто, в 11 открывается, выглядит пока вот так темно. Ну, жду подругу и будем там вязать. Свое вязание я сейчас хотела показать. У меня тут огромный пакет. Но до того, как покажу свое вязание, сейчас у подруги посмотрим, что там у нее интересного. Да, у подружки тоже вязание. Какое красивое. От Petit Knit. Угу. Вообще пряжа очень такая классная на самом деле. Какая пряжа у тебя? У меня пряжа от Sandnes Lin называется. Sandnes. Это не лен? Лен, наверное. Лен? Да, летняя как раз. Ну, летний состав. На самом деле там не только Можно лен. потрогать. Вообще очень классная на самом деле пряжа. Как интересно, здесь сверху Подружка, вяжется. нитку забыла. Нитку забыла, сейчас чуть-чуть повяжем, сколько осталось довязать. Красиво. И вот эти штучки прикольные, заглушки для спиц. Сердечки. Угу. Кстати, вот Таня мне рекомендовала спицы вот эти, Knit Pro Symphony. Таня, поэтому показывай. после нее, да, я покупала эти спицы, какие красивые. Классная. Угу. Красивые такие. Будьте Мне аккуратны, нравятся. не садитесь на них. Да, они деревянные. Ну, кстати, по моим рекомендациям, то, что я видео снимала, другие люди тоже покупали уже. Мне писали. Красиво очень. И вот это розовое, кстати, в которой ты сейчас сидишь. Это корейский мастер-класс, да? Это да, корейский. Очень красиво. Девчонки, он свитер 1990 года называется. А, вот такие интересные названия. Здесь такие узоры 1990. классные. Мне прям вообще очень нравится, как узоры так переходят. Можно выбрать. Либо вот такой либо сделать здесь узор, либо сочетание. пустить сюда. Очень. Вот такой. Очень красиво. О, у нас заказ. Все, мы пойдем за кофе. Ну все, начнем с перекуса. Тортики выбрали. Потом будем уже вязать. Красота? Вчера я только частично вот это показывала, но на самом деле весь квадрат довязала. Я думаю, будет достаточно. Того, 2 штуки и будет полочка. Здесь тоже так же. Еще на спину тогда 4 уже получается. Сейчас буду продолжать. Надеюсь, раскладка такая нормальная.
интересно. Зато я вот это махровую, ворсистую вот эту пряжу применила. Здесь в магазине Ваниль я покупала. Фери называется, по-моему. Вот это интересная пряжа. Пайетки. Вчера показывала вот эти вот пайетки. Так красиво смотрится, кстати, на этой подставке. Интересно, прям еще блестит. Отсвечивает. Да. И она тонкая, поэтому я решила совместить с другой пряжей. Как-то ее давно покупала. Это какая-то джинс-переработка. Но зато что-то частично эко будет. В общем, у меня здесь все хлопок с акрилом и пайетки. И здесь какой-то эко. Будет не так тепло, но сейчас уже и не надо. Уже май почти, весна уже. Я хотела с маечкой какой-то, сверху вот этот легкий кардиган. Он, наверное, не такой тяжелый будет. Я то, что вот видео разных смотрела, мне кажется, там вообще в 3-4 нити вяжет. Потому что рядов меньше, а уже по размеру получается целая полочка. А у меня, здесь сколько вот рядов получилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядов. Еще быстро Да, свяжется. я быстро свяжу. Вчера вот за вечер, пока YouTube смотрела, уже связала вот столько. Прикольно. И сегодня я об этом с квадратами. Думаю, вот, наверное, скорее всего, вот этот мастер-класс тоже надо снимать, потому что в комментариях много было вопросов. Как это вязать? Такое соединение рукава интересное. Ну и вот это квадраты. Вязать? Красиво. Надо поснимать, как ты вяжешь. Угу, тоже надо, да. Вязала уже? Что-то я не то сделала. Кстати, когда пайетки, сложно распускать. Да, невозможно потом. Да, прям это вообще цепляется все. Единственный минус, когда их распускаешь, вместе они начинают дергаться и немножко как будто бы от основной нитки отходит чуть-чуть. Лучше не распускать. Либо выворачиваешь вперед, потом их. Вперед, да? Да. Тоже сейчас смотрю, стараюсь. чтобы Либо больше- при вязании сразу вперед выворачиваешь. Крючком, кстати, по-моему, они как-то нормально. Нормально, я как бы разворачиваю нить, стараюсь, чтобы она вперед вышла. Пайетка какая-то. А так нормально. Интересно даже. Первый опыт у меня с пайетками. Квадратик готов. Тут хорошо видно, кстати. Классно. Если вот так сделать, тоже будет красиво. Там крючком, да, уже сегодня? Крючок, да. Кто-то говорил, наверное, это неудобно. Ну, нормально вообще. Визуально выглядит Да. очень красиво. И симпатично, и нормально. Можно поближе еще поснять. Если руки привыкшие вязать, и таким все в порядке вяжется хорошо. Просто я в целом сама люблю, когда вот это не тонкая часть, а вот такая силиконовая, легче, потолще чуть-чуть. Вчера вот мы виделись с подругой, связала один квадрат, и еще подруга мне связала вот такие сердцевинки, потому что тот проект вязальный, который она взяла, пряжа закончилась, и она предложила помочь мне. Вот связала вот такие вот сердцевинки для моих квадратов. Сейчас покажу, сколько у меня квадратов получилось. За первый день я связала один квадрат. Вчера, пока мы с ней были на встрече, связала еще второй. И сегодня вот утром связала еще один. И для меня она тогда связала уже 9 этих желтых сердцевинок. Я вот одну здесь уже использовала. И дальше продолжаю вязать. Только что вот связала еще один. Я здесь вот второй ряд с пайетками вяжу. Всем привет! Прошло уже несколько дней, и за эти несколько дней, как я последнее видео показывала, когда с подругой встретились, и она мне сердцевинки эти желтые вязала, я немножко заболела, как-то особо меня не было в видео. По-моему, вообще ничего не было, наверное, как вы вот увидите после этой прогулки я дома, больше мне нечего и прикрепить. Но хоть я и болела, я чуть-чуть повязала. Сейчас покажу, что мы на данный момент имеем уже. Сколько у меня квадратов. Сейчас вместе пересчитаем. Вот пока у меня вот такая стопочка получилась. Так классно уже выглядит. Очень хочется уже собрать. Я думаю, даже в форме жилетки, наверное, уже можно собрать. Сейчас давайте вместе считать. Кстати, я уже сняла пластырь. Теперь так хожу.
Вроде бы нормально, но немного кожа здесь еще тонкая, поэтому аккуратно. Тем более, когда вот пайетки здесь вязала, не очень было приятно вязать. Пайетки, я говорила, у меня одна ниточка пайеток и двойная ниточка вот такая, какая-то джинсовая. Так, сколько у меня квадратов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ровно 10 квадратов. Все одинаковые. Никаких изменений я здесь не делала. В центре пока ниточки нормально здесь еще не заправляла. Но их немного ввязывала, когда вот здесь вот переход. Покажу вам, как вязать квадрат. Думаю, тоже, возможно, будет интересно, как я вяжу. И покажу, как я здесь делаю подъем. Петли подъема, воздушные петли, обычные 2-3 штуки, я здесь не делаю. Сейчас покажу, как можно сделать по-другому. Возможно, такой вариант вы не знали. Но выглядит еще лучше, если вот так посмотреть, где тут петли подъема, сложно даже увидеть. Думаю, выглядит очень даже аккуратно. Давайте покажу, как вязать такой квадрат. Для сердцевинки делаю такое кольцо. Сейчас в последнее время стала делать просто вот так на один палец. Крестик придерживаю. И вот в это кольцо ввожу крючок. И вот эту рабочую нить сюда протягиваю. И вот так петелька начинает формироваться. Здесь одну воздушную набираю, затягиваю ее. Снова захожу в кольцо, протягиваю нить и провязываю 2 петли. Столбик без накида, еще одну воздушную, и вот это первое похоже у нас на столбик с накидом. Теперь столбик с накидом делаем. Первый столбик, так, 2 нити провязали и еще 2. Накид, снова столбик с накидом, 2 провязали и еще 2. Теперь 2 воздушные, первая, вторая, накид, 3 столбика с накидом. Первый, накид, второй, накид, третий, 2 воздушные. И также еще 2 раза повторяем вот такие вот пучки из 3 столбиков с накидом. В конце 2 воздушные, первая, вторая. Хвостик вот этот короткий затягиваю, дырочка здесь в центре закрылась, и соединяю. Там, где вот эта воздушная петля была, такая, чтобы за 2 стенки зацепиться, зацепляюсь, чуть подтягиваю, одну воздушную, и все, здесь уже сильно затягиваю, чтобы закрылось все. Обрезаю ниточку, и все, можно уже начинать следующий ряд. Следующий ряд у меня здесь должен быть с пайетками. Но сейчас темно, плохо видно будет, как это с пайетками вязать. Я на розовом цвете покажу. Лучше. Тот, который более видный. Так. Как начинаю второй ряд. Второй ряд. Сразу же с этого уголочка крючок ввожу. Протягиваю туда нить, одну воздушную, затягиваю, снова сюда же, провязываю столбик без накида и одну воздушную. Теперь у нас первый столбик здесь готов, накид и еще 2 столбика. Первый, второй. Получилось, как будто у нас 3 столбика здесь выглядит. Потом ряд. Здесь между этими пучками не делаю никакой воздушной, сразу же перехожу на следующий уголок, и вот здесь уже 3 столбика с накидом, и между ними 2 воздушные. И все, продолжаю так до конца. В конце точно так же, как в желтом ряду, здесь 2 воздушные и зацепиться. И сейчас еще покажу, как перейти удобно на второй ряд, если у нас ряд такого же цвета. Здесь мы ниточку обрезали и меняли цвет, а если не менять, то сейчас покажу, как сделать.
Кстати, в конце ряда вот эти хвостики я также продолжаю здесь придерживать и просто внутрь ряда ввязывать. Наверное, мое любимое занятие всегда все внутрь ряда куда-то ввязывать. Не люблю потом очень долго все сидеть заправлять. Поэтому всегда стараюсь придумать, как это внутрь сразу ввязать. Теперь покажу, как перейти на новый ряд, если точно таким же цветом вязать. Здесь можно еще проще сделать. Одну воздушную, за эту воздушную в начале ряда зацепиться соединительным столбиком. Так, соединяю. И сразу же сюда же, в эту арку, протягиваю нить и провязываю вот так столбик, как столбик с накидом. То есть один столбик без накида, и воздушная получается вот похоже на столбик с накидом. Теперь накид, и сюда же рядышком еще 2 столбика довязать. Первый, второй, и все. Продолжаем вязать ряд. Здесь очень получается удобно, когда вот так делать. Поэтому, когда в конце я уже черным довязывала, то просто вот так быстро на другой ряд поднималась. Не знаю, делаете вы так же или нет. Если вдруг что-то вам показалось новым и интересным, то напишите, пожалуйста. Или, может, вы еще какой-то получше вариант знаете, как вы делаете. И еще, когда я вяжу, мне нужно в 2 нити. Одну ниточку я просто вот беру, как намотано, а другую из центра достаю. И когда у меня была вот эта пряжа Alize Cotton Gold, ну, по-моему, она должна была нормально вытаскиваться и из центра, и сбоку, но стало что-то у меня запутываться, поэтому вот перемотала. У меня есть моталка, поэтому вот такие вот кейки я сделала. Вот розовый у меня тут чуть-чуть бежевый остался. И вот черный меня больше всего мучил. Черный я уже вот так перемотала. И мне надо еще поискать где-то в шкафу. Надеюсь, еще найду один моточек. Мне казалось, что их должно быть 5. А это уже 4. А у меня осталось 6 квадратов. Поэтому этого точно не хватит. Надеюсь, у меня еще есть черный. Если нет, тогда что-то будем додумывать. Возможно, черного сделаю поменьше на каких-то квадратах, на рукавах. Не знаю. Давайте придумывать. Пушистая вот здесь голубая ниточка у меня закончилась, не хватило, поэтому на других квадратах я уже придумала другую вот замену. Мохер, 2 разных мохера смешала. Ну, что-то вот такое вот получилось, конечно, отличается, но все равно. Главное, что голубой. Это же вязание из остатков. Покупать что-то дополнительно я точно не хочу, поэтому придумываю. А еще, я думаю, черного мне не хватает, потому что по спинке я добавила еще. Это не спинка. По спинке другие мотивы лежат. Я сделала одну сторону пошире. То есть, чтобы вот здесь вот шея была, и вот здесь вот наперед вот так расходятся полочки. То есть, вот эта спина должна быть здесь шире. Поэтому черным еще довязала. И у меня уже вот 2 моточка. Вот так я перемотала. 2 моточка осталось. Но это один. Моток был 100-граммовый. Я вот так по 50 намотала. У меня еще 4 квадрата не законченных. Точно не хватит. Еще же нужно все мотивы соединить. Поэтому я вот решила, что в других квадратах бежевый будет не 1 ряд, а по 2, наверное. Может, даже 3. Сейчас чуть-чуть по-другому часть мотивов сделаю. Ну, ничего страшного. Главное, чтобы все было интересно в одной теме, как-то выглядело. А то, что там чуть-чуть где-то ряды отличаются, даже будет интереснее. Все, пошла дальше вязать. Пусть с ним поговорят, боже. Художник из Лос-Анджелеса Д.Х. Байет стал главным подозреваемым... Что? На его сайте мама указана одним из меценатов. Она ведь поддерживала художников. Ходила. Осталось чуть-чуть уже довязать совсем. Сейчас пока у меня вот 4 без черных рядов пока, но уже частично связаны. И вот 5 черный ряд вяжу, а остальная стопка у меня уже готова. Сейчас хочу все вместе показать, когда все мотивы довяжу. Раскладку вам покажу. И хотела рассказать про сериалы, что интересного я сейчас смотрю. Только вот первую серию посмотрела, но мне уже нравится. «Не идеальные женщины» сериал. Смотрели вы или нет? Если вдруг смотрели, тоже можете написать, как вам.
А если не смотрели, то если вам нравится стиль, как, например, «Большая маленькая ложь», где Николь Кидман играет сериал, где такие вот подозрения, расследования все время. Мне нравится вот такая атмосфера интересная. Этот сериал немножко похож. Возможно, тогда вам тоже понравится. Я люблю такие, когда в первой серии показали, что случилось, ну, показали результат, а потом весь сериал это расследование. Мне нравится такой стиль. И еще, что из русских я сейчас смотрю сериал «Отпечатки». И тоже что-то интересное. Пока полностью еще разгадки нет, все серии еще не вышли, но где-то серии 5 я уже посмотрела, тоже интересно. Я сегодня такая вот бледная вся, без макияжа, еще что-то здесь вылезла, сижу. Но просто хотела вот так быстренько поговорить и показать, что уже кардиган вот скоро довяжу. Если довяжу быстро, тогда уже на выходных хочу поснимать, потому что надо быстрее уже поснимать на улице. Начинается у нас жара. Но, возможно, если вы будете вязать, тогда, если вы где-то в другом месте живете и хотите связать, может быть, еще по погоде вам позволяет. Но у нас уже должно быть 28 в воскресенье. Слишком жарко. Обычно так на полу не раскладываю, но как-то сейчас так получилось. И по цвету, кстати, с полом хорошо здесь квадраты так выглядят. Сделала, довязала. Пришлось немножко вот так вот переделать квадраты. О, кстати, они вот так вот у меня интересно расположились. Я немножко из-за нехватки черного решила добавить в некоторые квадраты больше бежевого. Поэтому чуть-чуть распустила и еще заново вот здесь вот довязала. Поэтому часть квадратов у меня более бежевые. И по спине вот здесь вот еще довязала несколько рядов. Ну, чтобы здесь для шеи вот место осталось. Это передняя часть полочки, это спинка. По спинке дополнительные ряды сделала. Уже чуть-чуть начала соединять и поняла, что вот этот кадр, раскладку я не сняла, поэтому быстренько сейчас все разложила. И вот так буду соединять. Все уже скоро закончится, почти доделала, уже хочется скорее надеть. Ну что, давайте покажу вам, что получилось. По-моему, получилось классно. Может быть, даже если еще было бы длиннее, было бы еще интереснее. Но уже у нас тепло, поэтому не обязательно длинный. Здесь я вот такие типа кисточки сделала. Вот ниточки просто нарезала, и вот здесь по местам соединения квадратов, где пересекаются квадраты, просто эти ниточки прицепила. И здесь завязку. Уже потолще. Из четырех ниток уже связала здесь завязку. Получилось так интересно. И вот эти квадраты, если видите, какие-то квадраты выбиваются, где голубой, другой, то это уже вот просто импровизация из того, что у меня было. Мне нравится, как получилось. Сегодня уже прогулялась. И сейчас покажу вам кадры, как это выглядит в реальной жизни, когда я хожу куда-то гулять. Мне сказали, что выглядит как-то винтажно, интересно из-за того, что цвета вот так с черным сочетаются. Как будто кимоно какое-то. И вот блестяшки тоже есть. Кстати, у меня про блестяшки вот эти пайетки спросили. В Корее таких крупных пайеток, как я думаю, нет. Но я не нашла. И сегодня у меня была встреча. По-моему, это была очень такая важная встреча по сотрудничеству с брендом пряжи. Ой, я прямо даже переживаю, и сейчас хочу отдельно снять распаковку пряжи, которую они мне подарили. И вот тоже там сотрудница заметила, что такие крупные пайетки, откуда интересные такие. Да, я сказала, что это вот мне подарили. Подписчица Таня подарила мне вот такие крупные пайетки. Я их, интересно, вот сюда вписала. И остатки такого ворсистого. Хери какая-то пряжа. Гери. Наверное, на травку нашу похоже.
Вот выглядит так интересно. Буду сейчас снимать распаковку и еще вам вот эту вот сумочку покажу. Думала ее как-то сочетать с какой-то одеждой, но она еще не доделанная, конечно. Хотя выглядит как будто полностью завершенная, но вот я не хотела, чтобы она открытая была. Здесь должна быть еще, думаю, молния, замочек. А пока вот так. И она как-то сюда вписывается из-за голубого. Я думала, ее с футболок как-то по-другому легче буду соединять, но мне понравилось, что она и сюда тоже классно вот так вот подходит с голубым. Интересно. Вот такой у меня необычный стиль. Хочу немного вот изменить весь стиль моей одежды, какие-то сочетания интересные подбирать, чтобы было все это не скучно. Добавить цвета, добавить интересного дизайна и собирать потом образы тоже. Показывать, что можно связать стильного и интересного. Не хочется одинаковое что-то простое вязать, хочется что-то интересного. И просто от кардиган вот так с джинсами. Интересная такая сумочка. Хотя она достаточно выглядит базово, однотонно, но кардиган такой интересный.